Привет, Илья, хотел сказать. Привет, Илья. Привет, друзья, с вами Илья, и это канал о самолете с двигателем от снегохода. Сегодня вас ждут всего две рубрики. Первая называется «Как делать не надо». Вторая рубрика «Восставший из пепла ядерного огня». Ну, то есть я там буду реанимировать двигатель. Вот так вот не надо. Надо вот так, так. Понятно? Я понял. Ну, что тут скажешь? Ситуация, конечно, неприятная. Идея была вообще не огонь, потому что, ну, конечно, красиво выглядела, но мне товарищ, да, подсказывал, что она слабая, эта шпилька. Вот, и, ну, я даже проверял, я думал, ну, на крайний случай заменю на шпильку из нержавейки. Вот, и уже недавно думаю, думаю, проверю ее просто вот педалью, понадавлю на эту шпильку прямо на самолете. Вот, и, ну, чтобы убедиться, да, ну, потому что мне казалось, что там рычаг маленький, и она на самом деле может быть выдержит, как бы, не надо будет ничего менять, там все типа нормально будет. Да, не тут-то было, короче, я, оказывается, даже не очень-то сильно давил, то есть я раз, другой так вот ее понажимал, и в какой-то момент она бац, короче, согнулась, и не просто согнулась, а она согнулась, педаль пропустила вперед и уперлась в эту педаль на обратном ходу, да, то есть я заклинил руль направления. Вот. Такая ситуация не очень приятная, я думаю, потому что, конечно, обычно на педали с такими усилиями не давят, я так понимаю, но, блин, всякое же бывает в жизни, какие-то нештатные ситуации, да, и тому подобное, и вот в нештатной ситуации поймать такого клина, мне кажется, было бы... Ну, короче говоря, такая ситуация могла бы быть последней, короче. Вот. В общем, не буду я ее менять даже на, получается, шпильку из нержавейки, потому что сама по себе конструкция вот такого упора, ну, видите, да, что она может привести к печальным последствиям. Поэтому я решил кардинально подойти по-другому к этой конструкции. Ну, я знаю, там кто-то их веревочками связывает, эти педали, чтобы они друг от друга не отходили далеко. Ну, как бы тоже вариант, но мне что-то хотелось более поконкретнее. При этом не хотелось влазить в конструкцию, не хотелось там ничего сверлить там в фюзеляже. Вот. В итоге я нашел у себя, значит, уголок 3-миллиметровый из АД-31, сплав алюминиевый. Вот. И с помощью волшебного лобзика, он, правда, барахлит немножко, у меня получились вот такие вот замечательные две деталюшки, которые, получается, они держатся на оси этих педалей, да, вот, а упираются, получается, в кронштейн вот этого пола. Вот. И получается, все усилие переходит от ребра на пол, и они получились очень прочные и легкие при этом, потому что это, ну, сплав алюминия, да. Единственное, только нужно придумать какие-то резинки на эти педали, потому что те, которые там сейчас есть, они спадают легко, вот, и покрасить. Проверил, наконец, затяжку болтов под шестигранник. Пришлось, правда, испоганить шестигранник на 6. Пытался немного отполировать заусенцы в цилиндрах и в впускном коллекторе, в окнах цилиндров. Ну, такое себе получилось, поэтому особо не снимал. Сборка двигателя.
Заменил я все прокладки, кроме резиновых колечек, головок цилиндров. Прокладки цилиндров пришлось немножко подрезать. Чуть-чуть я повозился с кольцами, голыми руками не очень удобно, но в принципе ничего сложного. Прикрутил коллекторы до затяжки цилиндров, потому что по мануалу их нужно выровнять, прикрутив либо вот специальную планку, либо вот выпускной коллектор. Не понял я, правда, какой стороной эти прокладки на выпускном патрубке, на коллекторах вот этих вот. В принципе, мне кажется, там без разницы, но они мне практически одинаковые с двух сторон. Вот. Герметик я там не стал использовать, посмотрим. В принципе, по-моему, по мануалу, мне кажется, там герметик не указывался. И, посмотрим, как будет, короче говоря. Если будет что-нибудь там прорываться, будем приклеивать на герметик. Протянул головки с цилиндрами, крест-накрест, как полагается. Прикрутил, двигатель к плите. Единственное, я гаечки заменил на высокопрочные, класс прочности 10, и законтрил с самоконтрящимися оцинкованными, класс прочности 8 у них. Вот единственное, я не знаю, как они между собой будут дружить, потому что вдруг там какая-то гальванопара, я, честно говоря, не сильно в этом разбираюсь. Если что, напишите, кстати. Вот. Если что, может быть, имеет смысл просверлить эти шпильки, шплинтами законтрить. Установил карбюратор, свечи, бронепровода, подключил к выключателю провода, к выключателю зажигания. Подключил топливные шланги. Вот, и в итоге не выдержала душа поэта, и я запустил двигатель без опрессовки. Мне хотелось убедиться, что проблема только в прокладке, что нет проблем геометрии цилиндров, картера и тому подобного. Вот. Прокачал топливную систему, и буквально со второго раза он вообще без проблем завелся. Нормально работает. Единственное, только я заметил, подтекает топливный шланг в районе мембранного насоса. Вот. Я вообще хотел, честно говоря, заменить эти шланги, может быть, на прозрачные, которые идут от насоса в карбюратор. Или наоборот, даже не на прозрачные, а на плотные, эти с оплеткой. Как они, армированные, называются вроде. Вот. И хотелось мне еще из карбюратора там есть шланчик наружу, вниз топливо вытекает иногда. Вот, я думаю, может быть, его завести в бак, как дренаж получается, чтобы лишнее топливо обратно туда
выходило, а не лилось там везде во все стороны, как бы, или наружу, чтобы не выливалось. Там же, в принципе, такое же самое топливо, что и в баке. Вот. И еще я хотел сделать такую штуку. Я вот думаю, вот этот вот, не знаю, видно там? По-моему, видно, да. Значит, в обход груши хочу сделать, да, магистраль с вентилем. То есть, чтобы ты, когда прокачал, получается, значит, систему, когда двигатель завелся, чтобы открываешь этот вентиль, да, и топливо шло по пути наименьшего сопротивления, короче. Потому что там вот этот шарик под пружининой, там, ну, тяжело этому насосу оттуда вытягивать, получается. Ну, и дренаж в баке, да, надо сделать, получается. Получается, вот из карбюратора сюда нужно, значит, отверстие, вот здесь вот обход, и вот в баке дренаж тоже, чтобы он сообщался с атмосферой, потому что сейчас он не сообщается. Вот. И еще я заметил, что дымит, да, сильно. Ну, и, по всей видимости, я так полагаю, это связано с тем, что обкаточная смесь, там количество масла больше соотношение. Вот. Поэтому двигатель у меня поработал буквально где-то 3,5 минуты, пока это все сизым густым дымом не заполнилось и не пришлось это открывать, проветривать. Вот. Ну, вот такие вот дела. Так что сдвинулся я немножко с этой, значит, точки. Хотелось все-таки с этим двигателем закончить, не хотелось там сильно затягивать. Я рад, что все нормально, более-менее получилось. Я еще буду проверять дальше. Ну, в итоге никаких протечек, прорывов газов я не наблюдаю. Значит, прокладка там немножко торчит из цилиндра, там видно, да, но на самом деле она лежит там по всей поверхности вот этой привалочной плоскости, да. Она просто немножко размером побольше, чем сами вот эти вот сопрягаемые поверхности. Вот. В следующий раз, значит, я буду делать опрессовку. В любом случае, я буду делать оснастку. Я уже все приготовил для этого. Что еще? Опрессовка, оснастка, обкатка. Да, я буду еще измерять объем камеры сгорания. Вот. И обкатывать двигатель на улице, возможно, с винтом. Если винт, балансировка не понадобится, то буду с винтом. Если понадобится, будет еще ролик про балансировку. Вот такие вот дела. Спасибо большое за просмотр. Всем пока.